Китайская компания Haval начала прием предварительных заказов на пятую модель на российском рынке кроссовер Dargo. На официальном сайте компании запущен прием заказов. Зарезервировать можно один из 50 первых автомобилей в топовом исполнении Tech+. Информацию о ценах и комплектациях китайская марка не раскрыла, но поделилась новыми подробностями об оснащении новинки, серийный выпуск которой стартовал в начале апреля на заводе в Тульской области. Для предзаказа китайского кроссовера на сайте необходимо указать имя и контактные данные. Haval вышлет индивидуальное оповещение в момент начала продаж новинки и сообщит о дате доставки автомобиля до ближайшего дилерского центра. На родине кросс дебютировал в 2020 году. Там он называется Dago – большая собака. Машина опирается на безрамную платформу Limon с поперечным расположением мотора и полностью независимой подвеской. Спереди типа Макферсон, сзади многорычажка. Россиянам Dargo предлагает с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим в нашей спецификации 192 лошадиные силы, а в китайской 245 лошадиных сил. Он сочетается с 7-диапазонным роботом, привод передний либо полный. Во втором случае используется интеллектуальная система полного привода с 8 режимами: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава, гравий и ухабы. Также на бездорожье должна помогать функция прозрачного капота. В режиме кругового обзора на экране видны препятствия перед передними колесами автомобиля. Дорожный просвет Dargo составляет 200 мм. В максимальной комплектации Tech+, кроссовер имеет 12,3-дюймовый встроенный экран мультимедийной системы. Перед водителем стоит цифровая приборка и проекционный дисплей диагональю 10,25 дюйма. Все сиденья обтянуты перфорированной кожей с алькантарой. Передние оборудованы вентиляцией, а водительская регулируется в 8 направлениях и имеет функцию массажа. Имеется отсек для беспроводной зарядки гаджетов и 4 USB входа. Также предусмотрена панорамная крыша, а за звук отвечает аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером. Помимо прочего, заявлен подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла. Еще в оснащении входит электропривод двери багажника с сенсором, автопарковщик, 7 подушек безопасности, включая шторки и коленный airbag для водителя, и полуавтопилот уровня L2, получающий данные с 14 радаров и 5 камер. Через приложение MyHaval можно запускать мотор, блокировать и отпирать центральный замок, включать обогрев и кондиционер, а также настраивать запуск двигателя по расписанию. Такую функцию добавили специально для суровых российских зим. За безопасность также отвечает система удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Кроме того, автоматика распознает дорожные знаки и предупреждает об опасности при движении задним ходом. В новом Haval Dargo реализована функция маневра в полосе, то есть уклонение от столкновений с машинами в соседних полосах. Еще у Dargo появился ассистент движения задним ходом, запоминающий последние 50 метров маршрута и способный воспроизвести в обратной последовательности все движения рулевого колеса. Выпуск автомобилей для Российской Федерации ведется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов на заводе в Тульской области, который, кстати, является одной из немногих автосборочных площадок, функционирующих в России. Цены на кроссовер и дату начала продаж пока не называют. Вообще, Haval – одна из немногих китайских марок, которая стала снижать цены. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже видел новость о том, что кроссовер Haval H9 подешевел на 500 тысяч рублей, а Jolion упал в цене на 220 тысяч рублей. Правда, стоит отметить, что Jolion незадолго до этого прибавил 900 тысяч рублей. Как вы считаете, сколько будет стоить новый Haval Dargo в России, если в Китае он стоит от 120 тысяч юаней, около 1 миллиона 110 тысяч рублей? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Яндекс.Дзен и Контакт. Там публикуется еще больше контента и автоновостей. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку. Переходите, подписывайтесь, чтобы не теряться, не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.